Это был город, окруженный стенами со всех сторон. И помимо стен вокруг был еще ров, чтобы проститутки не могли сбежать оттуда. С одной стороны, это были великолепно роскошные шествия у Иран, высокопоставленных проституток, а с другой стороны, голод, нищета, забвение и даже пытки проституток, которые были не так популярны. Меня зовут Алекс, это канал Shines Boy. Это место называется Йошивара. В эпоху Эдо в Японии Йошивара это было единственное место, где официально была разрешена проституция. Она была разрешена сёгунатом Токугава в 1618 году. Проституции было очень много в то время, и в Эдо было очень много разных проституток, которые работали нелегально, и поэтому, чтобы хоть как-то контролировать проституцию, создали такой специальный городок, город-бордель, можно сказать. На тот момент в Японии было 3 района главных красных фонарей. Это было как раз это в Йошиваре, это Киото Шинбара и Осака Шинмачи. Но вот Осака Шинмачи и Киото, они по сравнению с именно с Йошиварой имели более-менее нормальные условия работы для проституток. А вот именно Йошивара славилась тем, что относились к людям как к вещам, даже, может быть, хуже. Через 40 лет Йошивара был перенесен в район Сендзукумура, это недалеко от Асакусы. До переселения это называлось Мото Йошивара, а после переселения Шин Йошивара. Когда люди говорят про Йошивару, в основном имеют в виду отрезок времени после переселения. Йошивара находилась довольно-таки далеко от центра Эдо, но это не мешало мужчинам иметь все желания туда попасть разными способами. А способы были следующие. Добраться можно было пешком, можно было на паланкине. Но как бы туда человек не добирался, все равно нужно было переходить дамбу. Для этого нужна была лодка. Поэтому предпочитали использовать самый дорогой способ и самый известный. Это как раз на лодке с самого начала. Сначала арендуете лодку в Эдо, потом поднимаетесь на этой лодке по реке Сумида до Имадо-Баши. И в Имадо-Баши необходимо высадиться. Дальше начинался свободный путь Сан-Ябори, по которому на лодках проникнуть нельзя, поэтому приходится высаживаться. И дальше нужно идти либо пешком, либо на паланкине. От Нихонцу Суми до Йошивары меньше километра. Это был нелегкий путь, но очень сильно хотелось попасть в это вот великолепное место, буквально рай для мужчин. Город Йошивара имел прямоугольную форму. Йошивара был единственный только вход. Он происходил через ворота Даймон, которые тщательно охранялись с помощью охранников и караула. Площадь Йошивары была 70 тысяч квадратных метров примерно. Йошивара насчитывалось около 200 публичных домов и работало около 3000 проституток. Справа от входа от этих Даймон находилась хижина охранника. Она называлась Широбе Кайшо. И задача этих охранников как раз наблюдать за тем, чтобы проститутки не попытались убежать, замаскировавшись. Также по периметру был ров Охагуро, который имел черный цвет. На одном из сайтов я прочитал эту информацию. Человек очень сильно возмущался, что в дорамах, которые изображают исторические какие-то события в Японии, не изображают девушек с черными зубами, поскольку нынешняя мода диктует то, чтобы, актрисы были симпатичные даже в исторических дорамах. На самом деле, в то время и женщины обычные, куртизанки, они чернили себе зубы, потому что это считалось красивым. И поскольку они на тот момент даже уже использовали зубную пасту, чистили зубы, в принципе, они даже использовали специальные щеточки для этого, они сплевывали эту воду черную, да, то есть они получалось, что вся эта вода стекалась в ров, и в этом рве была очень черная вода. И это очень было похоже на канализацию и выглядело довольно устрашающе. Киото и Осаки проститутки могли легко выходить за город, то есть, так сказать, на гражданку, могли развлекаться и даже уезжать вместе со своими клиентами на длительные поездки. И в то же время Йошивару можно сравнить только с концлагерем, куда попадали не по своей воле и даже не преступники, что удивительно, обычные люди, просто они были очень бедные, из бедных семей. Когда люди входили в главные ворота Йошивары, они сразу попадали на главную улицу, на которой происходило всяких много представлений и тех же шествий у Ирана. Вы оказываетесь здесь перед воротами Даймон. Войдя через ворота Даймон, вы оказываетесь на главной улице Наканочо. И есть у нас кварталы Эдомачи Ичуме, Эдомачи Ничуме, Агеямачи, Сумичо, Кёмачи Ничоме, Кёмачи Ичоме. И каждый вот эти вот районы, они имели своего старосту, скажем так, управляющего, мини-мэра. Бордели делились на 3 категории. Оумисе, то есть большие крупные магазины, очень популярные. Чумисе, это средние, естественно. И комисе, маленькие, то есть дешманские. Классифицируясь не только по размеру, но и по статусу. Плата проституток, которые работали в этих магазинах, тоже различалась. Например, в больших борделях проститутки получали не меньше 2 нибукин. 2 бу, короче говоря. Это четверть Рё. Рё это примерно 80 тысяч йен на нынешние деньги. Это примерные подсчеты. Получается, что проститутки в дорогих магазинах получали от 40 тысяч йен за ночь. На самом деле это очень схоже с нынешними ценами. Чумисе тоже были проститутки, которые получали половину рё за свои услуги, но были и те, которые получали меньше. Они получали 2 шу. Это означает четверть золотой монеты, которая была до этого, которая нибукин. То есть четверть от того, что получают высокопоставленные проститутки. То есть это было около 10 тысяч йен. В небольших магазинах, которые вот самые маленькие, куртизанки получали до 2 шу как раз и еще меньше. Некоторые получали даже 1 шу. То есть получается 5000 йен. На протяжении всего времени существования Йошивары существовало всего 7 или 6
больших публичных домов, все остальные были средние или маленькие. И самые крупные магазины, у них была такая система, нельзя было просто зайти, заказать там себе девушку и провести время. Там было все гораздо сложнее. Нужно сначала было идти в чайный домик, потом заказывать проститутку, уже потом проститутка будет идти конкретно через весь город, через вот эту вот главную улицу, чтобы встретиться с клиентом. Это вот происходило шествие, которое называлось как раз шествием Ой-Ран. Куртизанка в сопровождении своих помощниц на гетто с огромной платформой проходила по улице. Она отправлялась также в тот же чайный домик вместе с этим клиентам. Они там развлекались, а потом они отправлялись в бордель. Еще особенностью у Миссе было то, что они действительно были большие даже по размеру. Ширина магазинов была примерно 24 метра и глубина примерно 40 метров. То есть такие были длинные домики. И даже там был внутренний двор. Это выглядело действительно очень круто, престижно, и очень многие клиенты не могли себе этого позволить. Это было действительно для очень богатых мужиков. Чу Миссе там было немножко попроще, можно было сразу идти напрямую и заниматься делами. То есть не обязательно было устраивать все эти веселые времяпрепровождение, тратить деньги на еду, напитки. Ну, были, конечно, там и крутые проститутки, которые тоже проходили через вот это вот чайные домики. Та же самая ситуация с ними происходила, но в основном было все проще. Ну и совсем низкий ранг публичных домов позволял заниматься сразу прямо вот с входа. Не по внешнему виду этого борделя, как он был оформлен, уже сразу все понимали, сколько будет стоить услуги. Если большой публичный дом, у него была решетка красного, ярко-красного цвета. В Йошиваре также был такой увеселительный процесс. Можно было наблюдать проституток именно за этими решетками. Они там показывали себя. То есть буквально девушки стояли на витрине. Это отлично показано в дораме Берабоу, который недавно вышел на NHK. Как раз она посвящена Йошиваре и процессу создания буклета о услугах, которые предоставляли женщины в Йошиваре. Помимо вот этих трех типов борделей существовал еще один, очень самый низкий. Он назывался Киримисе. Это публичные дома, где плата осуществлялась почасово. Эти бордели располагались вдоль рова. Плата за хитокири, публичный дом на 10 минут, составляла 100 мон. Это будет примерно 2000 йен. Это очень мало. Если считать, что 1 мон примерно 20 йен нынешних. На 10 минут было обычно очень мало, поэтому платили обычно в 3-4 раза больше. Киримисет получается вроде общежития, многоквартирный дом, комнаты в котором созданы путем разделения уже имеющихся пространств. Комнаты для выселения были по размерам 1,4 метра глубиной и 1,8 метра шириной. Они назывались субоны. И, в общем, там занимались буквально вот друг у друга под носом делами всеми. Пенсионный возраст куртизанок в Омисе, Чумисе и Комисе составлял 28 лет. То есть контракт начинался где-то в 15 лет и заканчивался 27-28 лет. И поэтому по окончании этого контракта куртизанки, поскольку не могли больше ничего делать и некуда было больше идти, они могли перейти в такие вот киримисе. Также в киримисе переезжали люди из публичных домов по всей стране. В первом эпизоде этой дорамы Берабоу рассказывается о жизни куртизанок низшего и высокого ранга. И начинается этот сериал как раз с пожара, потому что Йошивара горела 19 раз. Происходило это потому, что очень многие куртизанки поджигали бордель в надежде сбежать оттуда. Либо они сбегали со своими клиентами, если была возможность. Один из самых известных магазинов на то время был магазин Мацубая, то есть бордель Мацубая. И там работала известная куртизанка Хананоя, которая тоже рассказывается в дураме. В первой части жизни ее практически ничего не известно, поэтому там было немножко сочинено про нее. Про нее известно было то, что она была очень образована, умна и обладала всякими разными искусствами. Бордели уделяли очень большое внимание именно образованию куртизанок. Преподавали им каллиграфию, чтение, письмо, обязательно письмо, потому что одной из особенностей и работ куртизанок заключалась в том, чтобы они писали письма своим клиентам. В принципе, в Японии до сих пор осталась эта традиция писать письма клиентам. Хананой была куртизанка самого высокого ранга, и за ночь она получала 1 рё и 1 бу. Это получается, она получала около 100 тысяч йен на сегодняшние деньги. Историческая личность Хананой стала популярна благодаря своей природной красоте, уму, образованию и различными навыками и умениями. По другим источникам говорится, что она зарабатывала вообще 10 рё за ночь, что означает 500 тысяч или 800 тысяч йен. Но на самом деле, сколько бы она ни зарабатывала, большая часть, конечно же, не попадала к ней в руки. Какие-то деньги, конечно, они получали, что позволяло им жить, более-менее поддерживать свою жизнь, но миллионерами они, конечно, не становились. А что говорить о проститутках низшего ранга? Вообще куртизанки разделялись буквально на 3 класса. Ойраны, высокоранговые проститутки. Чтобы такой стать, можно, во-первых, хорошо выучиться, а второй вариант бывал так, что девушки, которые продавались из хороших семей, приличных, по каким-то причинам непонятным, тоже могли внезапно стать ойран, но это, конечно, решали уже хозяева борделя. Если девушка работала куртизанкой высшего ранга, то у нее были всякие разные правила. Например, клиент не имел права с ней общаться до 2-го раза. То первый раз они не общаются с клиентами ойран, а 2-й раз они могут общаться, и 3-й раз уже как бы что-то может происходить. Синдзо — это девушки как раз среднего ранга, чуть-чуть пониже. Переводится как новички. А также был разряд камуру, это ученицы-проститутки, которые помогали им. История Йошивары насчитывает около 250 лет только в период Эдо, но в течение последних 100 лет в
Среди проституток было только два ранга. Это был ойран и шинджо. Если человек хотел снять именно ойран, то ему это обходилось огромной суммой, поскольку он оплачивал весь банкет. То есть там приходила куча людей, его развлекалось. Бывало так, что куртизанки оплачивали развлечения своих гостей, собственно, кармана, если они влюблялись. Также есть тип куртизанок, который назывался в переводе «ночной ястреб» йотака. Это разновидность уличной проститутки, которая работает на улице и зазывает мужчин, всех мимо проходящих. Особенность заключалась в том, что, во-первых, они были пожилого возраста, то есть это проститутки, которые закончили все свои контракты, и им не оставалось ничего делать, как поработать на улице. У них не было места для проведения этих мероприятий, поэтому они делали это просто на улице, на циновке. Цена таких проституток была очень низкая, это бывало буквально 24 мона. 24 мона это около 350 йен на нынешние деньги. Это было равно цене миски лапши соба. Некоторые платили им по 50 и по 100 мон, а некоторые вообще не платили и убегали, потому что все-таки это было на улице, и убежать очень легко. Поэтому у них были так называемые телохранители, которые назывались гю. В эпоху Хорекки с 1751 по 1764 года в Эдо насчитывалось около 4000 йотака. Когда говорят об этих проститутках, почти всегда цитируют строки произведения Мияко но Тебури, написанные японским ученым и поэтом Исикава Масамочи. Молодые женщины встречаются редко, большинство из них пожилые женщины в возрасте от 40 до 50 или 60 лет. Чтобы скрыть свой возраст, они красят лоб чернилами, чтобы скрыть потерю волос, и мажут седые волосы черным маслом. Но даже после этого седые волосы местами все еще видны, из-за чего они выглядят некрасиво и грязно. В ту эпоху продолжительность жизни человека составляла около 50 лет, поэтому женщины, которые работали в таком возрасте проститутками, они, в принципе, считались старухами. Не только эти женщины, а вообще в принципе. Поскольку они работали на улице, и у них не было особо выборов клиентов, и в условиях проживания они часто страдали болезнями, передающимися половым путем. Сифилис был очень распространен в то время в Эдо. Вот свидетельство очевидца эпохи Бунсей 1818-1830 года, записано в Кашиява, написано Мацура Сейзан. Мужчина наслаждался ночной прогулкой на лодке по реке Сумида. Проплывающий мимо лодки послышался слабый, хриплый голос. «Скоро станет легче». Мужчина стоял рядом, успокаивал женщину. Через мгновение послышался звук плещущейся воды. Это о том, что проститутка заболела, дряхлела и... В общем-то, вот этот Гю, который был ее телохранителем, по идее, ну как, сутенером, по сути, он от нее избавился, бросив ее в воду. Большинство проституток стали проститутками не по своей воле, они были проданы своими родителями. Документы подписывались под предлогом работы прислугой, потому что, по идее, торговля людьми была запрещена тогда. Но это была, по сути, торговля людьми. Девочек покупали примерно в 10-летнем возрасте, их приводили в бордель, они становились помощницами, то есть камуро. Их обучали всяким разным штукам, как быть проституткой, то есть из них взращивали проститутку. Происходил груминг, скажем так. Потом с 15 лет они становились шинзо, уже проститутками вот второго ранга, и уже начинали принимать каких-то клиентов. Если они становились популярными среди клиентов, их могли повысить до ойран, а если не становились, то они так и оставались шинзо. Большинство оставались шинзо. В Йосибары были два периода времени рабочих. Начинался один после полудня до 4 вечера, и следующий начинался с 6 вечера. Это тоже очень похоже на работу нынешних хост-клубов и хостес-клубов. Куртизанки проспались в 4 часа утра, потом они завтракали, наслаждались своей жизнью. Так написано было, кстати, наслаждались свободным временем. Потом они готовились к дневной работе своей. На самом деле им не разрешалось есть в присутствии мужчин, и поэтому очень часто куртизанки голодали как раз во время всех этих праздников и мероприятий, которые они проводили. Многие проститутки умирали в возрасте 20 лет, не дожив до конца контракта. В некоторых случаях им везло, если их выкупал клиент, которым они понравились. Хотя не всегда это может означать везение, потому что неизвестно, кто выкупит. Чаще всего это были девушки из бедных семей, ну практически все, с региона Тохоку и других регионов, чье существование зависело от урожая. Это было, в принципе, период очень мирный, но там была температура ниже, чем обычно, поэтому часто был голод и неурожай. В Дураме Бирабо как раз есть там одна девушка, героиня, которая изначально была проституткой первого класса, то есть ойран, но поскольку она заболела, ее перевели в публичный дом низшего класса, где она буквально ждала, когда умрет. Во-первых, очень мало еды приносили ей, потому что буквально этих проституток никто не кормил особо. Если клиентов мало, то денег нет. Денег нет, никто не дает еду. Поэтому куртизанки из низших классов часто умирали просто от голода, так же, как и вот эта вот героиня, которая показана в Дураме. Она просто не дождалась передач, то есть там главный герой передавал еду, а проститутка, которая должна была передать, она сама это сожрала. Тела таких проституток низшего класса доставляли обычно в ближайший храм, и в храме закапывали просто в одну большую яму. А храмы эти назывались ногикомедера, что означает храмы, куда бросают. Один из таких храмов назывался Джоканджи. Проститутки, некоторые куртизанки были записаны в книгу учета смертей храма. Согласно знаменитой книге Нишиямы Мацуносуки Курува, в регистре смертей храма Джоканджи за 125
125 лет, с 1743 года до конца периода зафиксировано имена 1940 человек, считающихся проститутками. Но это, естественно, мало, это очень мало, конечно. За 125 лет их было гораздо больше. Это просто те, которых записали. Согласно брошюре Йошивара Сайкен, это как раз путеводитель по Йошиваре, брошюра, которая сдавалась в самой Йошиваре и раздавалась в другие места, чтобы люди приходили. В Йошиваре на тот момент насчитывалось около 2000 куртизанок. И причем в эту цифру не входят проститутки низшего класса. Средняя продолжительность жизни всех куртизанок была 22 года примерно. Во время захоронений не проводилось никаких ни песнопений, никаких обрядов, ничего. Честно говоря, не очень многим везло, если их вообще закапывали. Возможно, повезло только 1% умерших проституток. В стихотворении поэта Ханамата Касуи было написано: «Рожденный в мире страданий, умри в храме Джоканджи». Вообще в храме Джоканджи на стене пагоды Шин Йошивара Соурейто находится стена с этим высказыванием. Если высокопоставленная крутая куртизанка заболевала, ей привозили врача, они заботились всяким образом. Но вот если не повезло немножко, если это не высокопоставленная куртизанка, то, скорее всего, болезнь закончится просто смертью. Это был город мечты для мужчин, но это был реально ад для женщин, потому что нельзя было никуда сбежать, нельзя было найти какую-то другую работу, потому что весь город работал только на этом. Это был большой бордель. В период это считалось, что части человеческого тела можно использовать в медицине. А еще в Йошиваре существовал такой обычай, который назывался синджитаты, согласно которому проститутка выщипывала или отрезала часть своего тела и передавала ее своему клиенту. Например, там даже палец, да, бывало часто, что мизинцы отрубали, делая чистый надрез чуть выше первого сустава мизинца на левой руке. Также у них существовали специальные коробочки. У клиентов, например, существовали коробочки для того, чтобы складывать туда вот эти вот части тела, там, например, волосы, пальцы и что-нибудь еще. И если коробочки были у куртизанок, они туда складывали заготовленные заранее волосы, пальцы, все остальное для своих клиентов. Да, это звучит кринжово, конечно, но Косёко Ичидай Отоко есть история, в которой главный герой натыкается на очень хорошего человека, который разрывал ноги вот этих вот умерших проституток, чтобы что сделать? Взять пальцы, волосы и все остальные части тела, которые могут быть потом использованы куртизанками для отправки своим клиентам. И есть все основания полагать, что это была довольно частая ситуация. Куртизанки часто пытались сбежать оттуда, но их часто и ловили, потому что сбежать было очень сложно. В этом случае мужчины из заведения отчаянно искали ее, где-то в течение 3 дней находили в итоге, и происходило наказание. В основном наказывали не телесным способом, потому что проститутки — это товар для борделя, и если портить лицо, портить тело, то будет не очень хорошо для самого борделя. Поэтому наказывали в основном позором. Например, раздевали, там выставляли куда-то на публику, обливали холодной водой. Помимо этого, они их также заставляли голодать, чистить туалеты, стирать одежды. Короче, всякие вот такие вот неприятные штуки. Если куртизанки сбегали с клиентами, тогда наказывались и проститутка, и клиент. Обычно их привязывали к подножию моста Нихонбаши и выставляли на показ в течение 3 дней. После этого мужчин отпускали с запретом входить вообще когда-либо в Йошивару, а проституток подвергали ужасным пыткам. Лишали сна и еды, раздевали догола, привязывали к дереву зимой посреди ночи, связывали, подвешивали к потолку, избивали палками. Это называется цури-цури, когда подвешивают к потолку. Повешение осуществлялось владельцем публичного дома, а все остальные пытки совершали другие проститутки. А содержится запись, датированная 7 октября Эребунка, 1810 год. Когда проститутка не могла обслуживать клиентов в связи с какими-то психологическими проблемами, хозяйка заведения полагала, что она, притворяется, и поэтому перестала давать ей еду, чтобы она не выпендривалась. В итоге проститутка собирала остатки еды клиентов, и все эти вещи она в кастрюле какой-то отдельном горшке варила. И когда хозяйка борделя это увидела, она очень сильно разозлилась и привязала ее к столбу, повесив ее горшок на шею до тех пор, пока проститутка не умерла. Также с этим случаем связана городская легенда, которая гласит, что в 7 году правления династии Бунка в Йошиваре появился призрак девушки с горшком на шее. Тогда узнали все правду об этих пытках. В связи с этим всем заведением была проведена поминальная служба по этой девушке. Также некоторые правила были в публичных домах. Например, клиент не мог купить другую девушку, если он постоянно ходил к одной. Это было сделано для того, чтобы девушки не конфликтовали между собой в одном доме. Вот на этой картинке вы можете наблюдать следующий процесс. Здесь клиент пришел к одной проститутке, которая вот его бьет на данный момент. Решил, что ему понравилась другая проститутка. То есть каким-то образом выражал какие-то знаки внимания ей. И проститутке, к которой он пришел, это не понравилось, поэтому все, что он мог сделать, это извиниться. Но если клиент переходил в другой публичный дом, то там он мог выбрать кого угодно. То есть это имелось в виду только внутри одного публичного дома. Это все потому, что проститутки жили там, где работали. То есть буквально это их был дом. Они постоянно общались между собой, и, конечно, конфликты были никому не нужны. Далее мужчинам
Клиентам не разрешалось прикасаться к гейшам, но часто бывало так, что гейши влюблялись в клиентов, а клиенты в гейш, и у них там были какие-то мутки тайные, встречались тайно, но если об этом узнавали, то и гейша наказывалась, и мужчина тоже наказывал. Мужчина в основном наказывался выплачиванием компенсации проститутки, например, к которой он ходил. То есть он пошел к проститутке, там гейша была еще на вот этом мероприятии, да, он влюбился в гейшу, проститутка расстроилась, надо ей выплатить компенсацию. А гейшу, наверное, избивали. Также парни, которые работали в публичных домах, как обслуживающий персонал, не могли вступать в интимную связь с куртизанками. Существует множество теорий насчет того, какие нравились клиенты куртизанкам. Но у меня есть одна теория – никакие, потому что всем они этим занимались не добровольно. Есть некоторые намеки на то, что есть клиенты удобоваримые, а есть, которые не очень приятные. Например, говорят, что самураи были самые неприятные, потому что денег у них было мало, им было скучно, и они были очень настойчивы. То есть они платили один раз и делали несколько раз, потому что я же заплатил, почему. Проститутки также не любили душнил, скажем так. Мужчины, которые хвастаются своими знаниями, но на самом деле нифига не знают. Например, были такие, которые хвастались, что они родились в Эдо, то есть в столице, а поскольку большинство проституток родились в крестьянских семьях, то их очень сильно раздражало такое мажорство. И, конечно же, проститутки избегали мужчин с большими пенисами. Как не странно это? Это не странно на самом деле, потому что это их работа, и чем больше агрегат, тем больше проблем потом. Очевидно, что им очень нравились мужчины с маленькими, которые заканчивали быстро и которые были добрые и щедрые. У проституток также были настоящие любовники, то есть это были мужчины, помимо работы, которые они были влюблены, с которыми они там переписывались, которые были влюблены в них. В принципе, бордель на это смотрел спокойно, но если начинались проблемы уже с нынешними клиентами, которые есть, тогда уже могли разлучить даже проститутку с ее любовником. Считалось очень крутым быть любовником ойран, то есть это тешило самолюбие мужчины. На данный момент Йошивара уже не является, конечно, городом красных фонарей, и выглядит она точно так же, как и обычный японский город. Ров Огагура был засыпан со временем, но в некоторых местах сохранилась разница в высоте уровня земли, поскольку Йошивара сама находилась на возвышенности небольшой, специально созданной искусственно. Но в некоторых местах это было сглажено, в некоторых местах даже остались части старинных зданий, старинных стен. Вот такая вот история, ребята. И это все. Пока.